Какой блок питания выбрать для майнинг-фермы? А вот этот блок потянет нужное мне количество карт, а вот в том блоке будут нужные для меня разъемы. На этот и на многие другие вопросы я отвечу в сегодняшнем видео, потому что буквально на днях ко мне пришел вот очередной блок, который я использую, которым я очень доволен и на который я сегодня сделаю небольшой обзор и покажу вам его в работе. Покажу вам его в нагрузке, покажу его в стандартном режиме работы, послушаем звук, послушаем громкость, потому что сразу хочу сказать, это мощнейший блок питания, и он нереально тихий, его практически не слышно. Но все вот эти тесты, все вот это будет далее в видео, так что давайте приступаем к обзору. Привет, меня зовут Виталий, и сегодня мы поговорим на тему майнинга, а именно выбор блока питания. Потому что частый вопрос я встречаю: Виталий, я не могу выбрать блок, подскажи, какой лучше выбрать, потому что я не знаю, потянет ли он мои карты, я не знаю, подойдут ли разъемы и так далее. Я не знаю, что выбрать, с чего начать. Ну, сегодня я расскажу о своем опыте и, конечно же, дам свои рекомендации. Сразу хочу сказать, все свои блоки питания, все до единого, которые у меня есть, все я брал у ребят из компании ASIC Trade. Я с ними как начал с первого дня работать, то есть я первый блок взял у них и потихоньку все, что мне надо, я беру дальше только у этих ребят. Если вы новичок или вам нужна консультация, вы не знаете, с чего начать, вы можете обратиться к этим ребятам. Они помогают, они консультируют, они подскажут, что лучше выбрать. То есть они профессионалы в этом деле, они занимаются этим делом уже давно. Но давайте мы сейчас посмотрим на самом сайте, какие у них есть блоки питания. На сайте у ребят есть большой выбор блоков питания. Ну, допустим, у меня есть второй по списку, это Emerson 1450 Вт. Но скажу так, если вам не важен шум, если может быть шумно, можно брать его. Он идет подешевле, но он такой среднешумный, то есть находиться в одной комнате с ним не будет некомфортно. А вот есть самый лучший, я считаю, вариант, это Emerson 1975 Вт у него, если что. Давайте мы посмотрим на него. И этот блок питания идет из раздела ультратихие. И как вы понимаете, данный блок питания, который сейчас видите на экране, я держу в руках. Вот, это он. Пришел он мне буквально недавно. У меня уже есть опыт использования данного блока. Я очень доволен этим блоком, и сейчас расскажу почему. Он является из раздела ультратихие, то есть он действительно настолько тихий, что с ним с легкостью можно находиться в одной комнате, даже спать без проблем. Вы этот блок даже не слышите. Ну, дальше я это все продемонстрирую в конце видео. Также, ребят, чем хороши ASIC Trade? Если брать блок питания где-то там в магазине, да, обычный, стандартный, там идут, допустим, у вас будет 3 выхода Molex, 3 выхода SATA. Я искал блоки питания, и я нигде не смог найти, чтобы все 6 выходов у меня были на Molex. А именно Molex мне нужен, потому что я использую все райзера на Molex. И вот здесь мы видим стоимость блока питания $140. Это за голый блок, без проводов, без всех вот этих разъемов. Потому что здесь можно выбрать. Нужно вам 6 Molex. Пожалуйста, бери 6 Molex. Нужно тебе, допустим, 8 Molex. Пожалуйста, бери себе 8 Molex. То есть голый блок питания, и дальше ты уже конфигурацию себе делаешь. Допустим, нужно тебе 6 6-пиновых, 6 8-пиновых. Тоже можно это сделать. Ну, давайте я вам это покажу. Сейчас стоимость $140. Давайте я сейчас добавлю 6 разъемов Molex. Видим, что один разъем стоимостью идет $3. Я добавил 6 разъемов Molex. Вот, кстати, этот Molex. И ценник уже у нас $158. Продвигаемся дальше. Допустим, нам нужно 6 8-пиновых. Пожалуйста. Один 8-пиновый разъем, тоже $3. И видим, ценник уже $176. И, конечно, обязательно нужно добавить еще вот этот разъем стоимостью $25. И суммарно уже видим, что $201 обойдется нам вот такой вот блок питания. Конечно же, вы можете играться с конфигурацией, вы можете добавлять, вы можете уменьшить количество. И это все, конечно же, влияет на стоимость данного блока. Но лично я заказал, вот вы можете смотреть,
огромная просто коса. Здесь есть у меня 8-пиновые, у меня 8 8-пиновых и 8 моликсов. Я заказал себе на данный блок питания. Ну что ж, ребят, ссылку на ASIC Trade я оставлю в описании. Можете перейти, ознакомиться, поиграть с калькулятором, попытаться подобрать для себя самый лучший вариант. А если не знаете, что для вас идеально, вы можете всегда связаться с ASIC Trade, они вам помогут. Ну а теперь давайте перенесемся уже на сам тест. Я сейчас протестирую блок питания, как он работает. Просто сам, без нагрузки, и уже в нагрузку с полным набором карт посмотрим на весь этот уровень шума. Приступаем. Так, первое включение. Проверяем. Запустился. Ну и вот его уровень шума. То есть совершенно ни о чем. Но сейчас подключим уже непосредственно вместе с картами. Ну что ж, сборка наша работает, запущена. А вот видим 6 карт, они все сейчас работают. Ну и слушаем. Скажу вам так, ребят, уровень шума, то есть эти 6 карт, они более громкие, чем этот блок. То есть они сами дают более громкий уровень шума, чем сам блок. То есть, блок он и так настолько силен, что он бы потянул еще с легкостью еще 6 таких. То есть суммарно и 12, и более, вот он бы справился с легкостью. Так что сейчас он работает на таком лайтовом режиме, его не слышно. Ну и давайте еще там несколько секунд послушаем. То есть находиться рядом с ним легко, без проблем, никакого шума я не слышу. Ну там карты немножко, да, сами издают звук, но так нормально. Так что 6, все в сборке, все работают, и видим, с легкостью справился. Ну, а я иду сейчас делать небольшой такой менеджмент с проводкой, потому что сейчас тут хаос происходит. Ну, только что все вот это подключил, только что настроил, все здесь работает, да? 197 хэшей. Знаете, что делать? Лайки ставим, на канал подписываемся, ну и ссылка на данный блог, на этих ребят будет в описании. Кому интересно, кто хочет такого гиганта себе по очень-очень, я бы сказал, хорошей и вкусной цене, то ссылка также будет в описании ASIC Trade. Всем пока.